Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами я, астролог, таролог Елена Осачева. Сегодняшнее видео будет у нас посвящено характеристике и портрету, потихоньку скажу, кого? Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я, конечно, очень немножко боюсь снимать это видео, но тем не менее, чтобы быть объективными, почему мы не можем это с вами сделать, очень даже интересно будет заглянуть на его черты характера, вообще на человека изнутри, посмотреть, каков он, каков его нрав и какой характер. Кому это интересная тема, дорогие друзья, оставайтесь на канале. И мы сейчас с вами все рассмотрим. Я вам сразу хочу сказать, что у меня информация может идти раньше того, чем я начну раскладывать карты. Так что для тех, кто вновь смотрит это видео и кто меня просто не знает, я вас предупреждаю об этом. Дальше буду говорить то, что я вот вижу и какая поступает информация. Приступим, дорогие друзья. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Его характер, его личность. Сразу хочу вам сказать, что карты очень-очень легкие, как пушинки. То есть он очень легко умеет договариваться о самых сложных вопросах. Он очень приятный в общении, умеет выслушать человека, имеет навыки коммуникации, причем я хочу сказать, что они врожденные, потому что карты вот просто невесомые стали. И он может договориться абсолютно любой сложности вопрос. То есть вот какая бы тема ни была сложная, ему это под силу. Он стратег, думает, все анализирует, как ему подойти к решению данного вопроса. Также идет информация, что он, начиная разговаривать с человеком, начинает общаться очень на простые темы. Знаете, вот те темы, которые понятны всем, для всех. И начинает обращаться к людям, как будто они его старые-старые друзья, даже хотя они первый раз видятся. Он оставляет очень приятное впечатление. С кем он общается? С мировыми лидерами, да? Вот даже кто бы как бы к нему не относился, и понятно, это мир больших денег, это страны, это независимость, это интеллект. И, конечно, там сильные все люди собираются, это понятно. Так вот, он совершенно не пасует в этом деле, и он очень уверенно себя ведет. Прям очень-очень легкий. Значит, в данный момент они вот просто говорят, в данный момент он изыскивает какие-то новые оригинальные пути и новые возможности для улучшения жизни страны, для поднятия статуса, вернее, даже не поднятия, а для утверждения статуса России на прежнем уровне, то есть на более высоком, куда вот удалось это поднять. Но, как я опять вот говорю, он силен в коммуникации, он верен с друзьями, со своими, и он умеет. Это тот человек, который не прерывает отношения, независимо от статуса своего. То есть этот человек, можно сказать, что он как верный друг, он не бросает в беде, он всегда идет на помощь к своим друзьям, к нуждающимся. И можно сказать, этот человек вообще сердечный.
Он претерпевает сейчас, видите, не о характере идет, а как бы о сегодняшнем положении рассказывают они. Он претерпевает сейчас, у него нелегкие времена в том плане, что он даже, наверное, сам не знал, какую ношу на себя взвалил президентство. И то есть вначале одни задачи были, а сейчас он всей душой болеет и ратует за Россию, и видит, какие проблемы есть еще у России, непочатый край, да как и у любых стран, у нас, может, даже и поменьше. Вот. И он сейчас просто-напросто болеет за Россию, болеет душой и телом, и что он даже, повторюсь, когда вставал и соглашался, наверное, на этот пост, он даже не ожидал, что так тяжело ему будет на своих плечах нести вот эту вот ношу гиганта, вот эту вот Россию, в которой мы живем. Ну, дальше здесь карты говорят о том, что он ищет пути, возможности, что-то такое вот, опять же, оригинальное, что-то вот новое он хочет сделать, новое, полезное для России, что-то вот то, что принесет ему, не ему даже, нет, ему не надо доказывать свою состоятельность и свой профессионализм, что принесет пользу народу однозначно. А теперь я хотела посмотреть, ну вот, друзья, что можно сказать, что это человек верный, что это человек добрый, он может всегда прийти на помощь, не терпит предательства, хотя к этому тоже относится очень даже, ну, без злости, просто вычеркивает этих людей из поля объекта, и он считает, что этого достаточно, потому что то, что эти люди потеряли дружбу с ним, это я говорю, что по жизни, как он так относился, не потому, что вот сейчас, например, что он президент. Вот. И то, что люди потеряли дружбу с ним, что это им хуже, чем ему. Он как бы зла на сердце не держит. Это человек очень позитивный и болеющий, надежный, и болеющий за свою державу, за Россию. Сейчас, в данный момент, ему нелегко, конечно. А давайте посмотрим, дорогие друзья, про Навального. Вот, ну, вообще, вот Навальный, что он как бы для России, что он думает, что вот выйдет, интересно. А вы задавайте вопросы свои, пишите комментарии, и мы сделаем расклад на любую тему, какую вы хотите. Навальный, Алексей Навальный. Ой, ну карта шута, это может говорить о том, что, знаете, что сам Навальный, вот как личность, как человек, он не представляет никакой серьезности и никакого серьезного отношения. Он вышел как в роли шута, типа что-то новое обновление, да, но сам он, вот представьте, сейчас вот Навальный наш президент, ну это смешно, сразу надо убегать из России вообще. Кто такой Навальный? Что он сделал вообще? Он сам себя реализовал? Кто он такой? Что он? Он просто смуту, он, можно сказать, знаете, смуту через свое лицо внес, потому что он получил большие деньги, туз жезлов, принял решение, такое пошел. Сейчас мы посмотрим. Угу, ну да. Ну, в общем, про Навального что можно сказать? Вот он выстрелил, да, как что-то новое, вот с тузом что-то прям выстрелил, да, и о нем забудут. Просто вот как он появился, так о нем все забудут. То, что говорят, я вот по интернету слышала, YouTube, что говорят, будут как бы митинги продолжаться, на лето вроде перенесли, да, ну, я сейчас сомневаюсь, но я посмотрю. Митинги. Ой. В общем, митингов никаких не будет. Будут попытки, однозначно будут попытки. Это попытки будут очень-очень слабые.
То есть они поднять народ не смогут никуда. Они, конечно, мечтали вот так вот все сделать, но очень глубоко просчитали, что народ не дурак, и народ наш любит, уважает и благодарит президента Владимира Владимировича за его тяжкий труд, за мир на земле. Ну а согласитесь, друзья, согласитесь, как мы раньше жили до его правления, например. А вообще еще раньше заглянуть. У нас сейчас иномарки, горячая вода из-под крана течет, да, светло, тепло. И сейчас такое время, все хотят стать кем? Президентами. Ну вот кому, кто себя не реализовал, да, вот все идут в президенты. Ну почему у нас не идет академик Гинзбург в президенты? Ну почему? А ему некогда. Он работает на своем месте. Он изобретает вакцины, он думает, как продлить человеческую жизнь. Он помогает россиянам, можно сказать, что не только россиянам. На нем возложенная миссия получилась, что и другие страны стали применять нашу вакцину. И вот посмотрите, ну вот честно, вот как свидетель я вам скажу. Друзья мои, вот, например, в Турции сейчас идет комендантский час. В субботу-воскресенье вообще выходить запрещено, иначе будет наложен огромный штраф. Улицы там совершенно пустые. Я вот просто вернулась, я вам как свидетель говорю. В пятницу можно, в рабочие дни можно ходить до 9 часов. После 9 на улице никого нет. В субботу-воскресенье можно, либо за хлебом, либо в аптеку, что-то по-срочному. И то они перепроверят полицейские. Полицейских очень много, и они просто безжалостно штрафуют. А что говорить, допустим, о молодежи, которая вышла? Ну, это просто глупые люди. Во-первых, я уверена, что 70% из них это наемные люди. Кто они, что они приехали вообще в нашу Россию, откуда они, что у них в голове. Вы понимаете, мы миром очень дорожим, мы своей жизнью, вот россияне, насколько я знаю, все очень дорожим. А кто эти люди? Очень хорошо, что их арестовали и узнают следственные органы, откуда они, что они, потому что слишком мягко все это. Понимаете, просто так бунтовать приезжает Навальный, здрасте, вот я какой пушистый и красивый, вот я сейчас вас всех обогачу. Ну, я всех вас обогачу, вам дам денег и все, и вот просто будете безбедно жить. Это какой-то бред. Вот бред. Но самое интересное, что вот я снимаю, допустим, видео, да, это моя гражданская позиция. Мне никто не проплачивал, как некоторые стараются, там, пытаются написать, да, за видео. Нет, у меня огромный жизненный опыт. И я прошла тоже свой этап. У меня есть что вспомнить, как мы стирали все на машинке, малютка, да, и за квартиру надо было работать очень долго и много. Но мы все пришли в этот мир с равными условиями. Не будем говорить про родителей. Сколько у богатых родителей бывают дети несчастны. Мы пришли с равными условиями. И от собственного интеллекта, от настроя, от того, что с чем ты пришел, человек, в этот мир, что ты, какую пользу хочешь принести людям конкретную. Либо что-то для здоровья принести, либо что-то улучшить, какие-то, я не знаю, торговые отношения. Ну что-то ведь должно быть полезное, да? Либо ты красоту должен, ты стать художником, либо писателем, либо поэтом, либо логистику улучшить каждодневно, что люди пользуются автобусами и транспортами. Но, друзья мои, нет. Все неудачники лезут куда? Президенты, все хотят денег, но никто сейчас не хочет работать. Согласны со мной? Никто не хочет работать, только ищут отговорки, а почему у них не складывается. Все говорят про работу, а работа идет на субботу. Вот так вот и мы проживаем, пользуемся. Все хотят только получать от государства. Ничего бы не делать, а только государство, вот, чтобы с неба вот кидало вот эти вот деньги, и все. Но так не бывает.
Так не бывает. Жизнь в России стабильна. Все получают вовремя пенсию. Знаете, я вам хочу сказать, что недавно я была в гостях у своей подруги. Ее маме 90 лет. Это удивительной красоты женщина, очень похожа на Елизавету, на королеву Великобритании. Она знает очень много стихов наизусть. Она прекрасно поет, обладает вокальным голосом. И вот мы сидели, пили чай, да, с тортом, допустим, и вот она так говорит, что Владимир Владимирович Путин – это просто-напросто, это человек с величайшей душой, с добротой. Это женщине 90 лет. И почему мы такие не слышим интервью? Почему мы не слышим благодарности нашему президенту? Почему это происходит? Вот такое, друзья, видео небольшое получилось. Такое вот уже получилось. Это чисто вот открыто от сердца. Так что, друзья мои, задавайте ваши вопросы, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч на моем канале. С вами была Елена Осадчева.